Довольно-таки часто и уже на протяжении достаточно длительного времени я пользуюсь устройствами от компании Fifine. Это и микрофон Ampligame A9, который вы видите и слышите сейчас, наушники H9, микрофонная стойка BM88 и еще много всяких разных устройств, обзоры на каждое из которых вы можете посмотреть вот в этом плейлисте. Сегодня же мы с вами посмотрим на абсолютно новое устройство от компании Fifine с очень интересной функцией, игровой конденсаторный USB микрофон Fifine Ampligame AM6. Итак, сегодняшний обзор будет построен аналогичным образом. Сейчас распакуем поближе, на все посмотрим, а потом установим и протестируем. Комплектация. Данный микрофон, кстати, на момент выхода видео стоит, его не купить пока что в рознице в России, но можно заказать на Алиэкспрессе, и стоит он что-то там в районе, по-моему, $65, плюс сейчас на него 10% скидка. Мануал со всякими разными картинками, рисунками и прочими инструкциями по настройке этого микрофона. Кабель, это микрофон USB, подключается с помощью кабеля USB Type-C, Type-A. Стандартная ситуация, мы с вами видим такое сейчас практически в каждом устройстве. Как обычно, все здесь с зажимами, все здесь с защитой, все здесь с этими чехлами и всем прочим. И, соответственно, достаточно у него такая скромненькая комплектация. Кроме этого, в коробке находится только микрофон, и вот так вот он выглядит уже на интегрированной стоечке. Стойка прорезиненная сама по себе, она, к сожалению, не металлическая, все здесь абсолютно все пластиковое. Есть ветрозащита, точнее правильнее ее было назвать бы поп-фильтром, что именно так и является это конструктивной особенностью данного микрофона. То есть, если вам этот поп-фильтр не нужен, вы его легким движением руки можете отсоединить, и, соответственно, вот, я не знаю, пойдет ли он на какие-то другие микрофоны, но судя по тому, что у него здесь вот эта вот пластиковая штука, видите, да, вот сейчас вот она достаточно такая гибкая, то есть, скорее всего, куда-нибудь сюда на AM9 его тоже можно пристроить. Ну и вот он сам микрофон, он достаточно легкий, он тоже с RGB подсветкой, мы это все подключим, посмотрим. У него здесь есть одна, о которой я сказал в самом начале ролика, очень интересная функция. Это вот прямо здесь на лицевой стороне огромный такой огромная крутилка, и мы с вами к ней вернемся чуть позже. Пока что посмотрим на все то, что мы уже привыкли видеть в игровых микрофонах. Здесь есть сбоку две крутилочки. Одна, как обычно, отвечает у нас за чувствительность микрофона, то есть можно поставить ее до максимума, здесь есть ограничения, можно ее, можно таким образом сделать чувствительность либо максимальной, либо минимальной, и поскольку на нижней части, на нижней стороне, на дне, так сказать, этого микрофона располагается 3,5 мм разъем, то здесь есть еще одна крутилочка для того, чтобы регулировать громкость мониторинга записи в наушниках в режиме реального времени. На нижней части микрофона, как я уже и сказал, располагается 3,5 мм разъем, джек для мониторинга, кнопка регулировки подсветки. Мы с вами чуть попозже посмотрим, но скажу сразу, что здесь есть и RGB подсветка, и статические цвета, и все, в общем-то, как мы привыкли. И еще одна очень интересная функция данного микрофона — это интеллектуальная система подавления шума. То есть для нее, для активации которой здесь предусмотрена отдельная кнопка. Все это мы с вами протестируем чуть-чуть попозже. Ну и давайте перейдем. Микрофон, кстати, тут имеет зажим, то есть, да, если вам нужно установить его в каком-нибудь вот в таком вот положении, зафиксировали, затянули, и все, и он никуда не денется, потому что если я его, так сказать, вот это вот ослаблю, то он будет, ну вот просто видите, да, доступен для фиксации в любом положении. И еще один момент, вот эта вот настольная, так сказать, стойка, она, сейчас подожди, чтобы она не выпала, она массивная, конечно, чтобы ничего это не падало, она откручивается, и здесь есть резьба для того, чтобы установить микрофон на любую микрофонную стойку, что я и сделаю на
на примере Fifine, кстати, BM88. Я про микрофонную стойку. Ну и пока мы не перешли к главной особенности этого микрофона, отмечу еще, что на верхней панели, вот она вот здесь, вот так вот вам на свет видно, располагается сенсорная кнопка мьюта. Очень круто, когда кнопка мьюта именно сенсорная, то есть можно абсолютно бесшумно прикоснуться, и на корпусе микрофона это никак не отразится, соответственно, во время стрима, там, разговора в Дискорде или еще где вас никто не услышит, в отличие от механических кнопок, которые располагаются на некоторых микрофонах. Чтобы как можно больше продемонстрировать вам работу именно этого микрофона, давайте я все переставлю, подключу его, включу запись, и все, что я буду говорить дальше, будет записано на этот микрофон. Итак, я установил микрофон на микрофонную стойку, подключил его, что вы видите по работающей подсветке, и именно с этого момента вы слышите мой голос, записанный именно в микрофон Fifine Ampligame AM6. Ну что ж, голос без обработки, без какой-либо вообще, потом немножко погодя мы с вами попробуем обязательно наложить чуть-чуть прям самой легонькой обработочки, и давайте поговорим о той функции, которой нету ни на одном микрофоне, ни на одном устройстве, и Fifine в этом плане первооткрыватели. Это регулировка звука между игрой и чатом. Когда вы подключаете микрофон, он в системе распознается как Fifine Game и Fifine Chat. Тем самым вот этой регулировкой мы самым простым движением руки можем изменять баланс звука между игрой и каким-либо чатом. Для примера давайте брать Discord. То есть, допустим, да, немножко более простым языком, во время игры там происходит какая-то пауза или какое-то затишье, и ты хочешь лучше слышать тех, с кем ты сидишь в Дискорде, перемещается вот эта крутилочка, не знаю, как она все правильно называется, перемещается вправо в чат, и ты делаешь тем самым игру в наушнике, который подключен к 3,5 мм разъему, ты делаешь игру тише, соответственно, чат громче, или наоборот. А чтобы выставить баланс поровну 50 на 50, есть посерединке определенный фиксатор, в который сразу попадает этот переключатель и находится ровно в таком положении. На лицевой стороне данного микрофона располагается индикатор его активности, то есть если он зеленый, микрофон включен, а если вы хотите его замьютить, то нажимаете на сенсорную панель сверху микрофона, индикатор становится красным и вас нажимаем еще раз, микрофон включается, индикатор становится зеленого цвета. С помощью одной из кнопок внизу, которая отвечает за подсветку, можно регулировать ее режим. То есть это либо будет какой-то статичный цвет, либо, как сейчас, RGB переливание по всей палитре, по всему микрофону, как на, собственно, капсуле, так и внизу на декоративной вот этой вот световой панели. А теперь давайте попробуем протестировать режим интеллектуального шумоподавления. Сейчас я не на запись, но я нажму на кнопку, которая специально для этого предусмотрена, и мы послушаем, как же меняется качество записи и вообще как работает это шумоподавление. Итак, шумоподавление активировано, о чем гласит внизу маленький синенький индикатор рядом с кнопкой, которая за это отвечает. Я послушал предварительно, и на самом деле мне жутко не нравится. То есть, возможно, да, какие-то шумы уходят, что-то он там нейтрализует, так сказать, и глушит, но при этом качество записи очень сильно, на мой взгляд, страдает, и я думаю, что вы тоже прекрасно это слышите. Поэтому лучше уж какими-то внутренними инструментами бороться с шумами какими-то, да, либо там шумоизоляцией, либо на крайний случай какие-то редакторы, да, типа там Adobe Audition или Audacity, чтобы избежать шума более каким-то качественным способом. Я понимаю прекрасно, что все это происходит в режиме реального времени, но все равно лично я пользоваться этой функцией не стал бы. Ну а под конец этого обзора самое время наложить совсем немножечко обработки на голос, и вот такого качества можно добиться с этого замечательного микрофона. Все ссылочки, ребятушки, и вся более подробная информация будет располагаться в описании. Не забудьте, кому интересно, в этот плейлист пройти и посмотреть обзоры на другие устройства от Fifine. На мой телеграм-канал подписывайтесь, там в данный момент идет розыгрыш, и каждый из вас может в нем поучаствовать. Огромное всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не болейте, будьте здоровы, берегите себя и близких. Очень надеюсь, что с выбором кому-то помог. Всем удачи, всем пока.